привет! Торт я уже собрала. Здесь у меня торт бисквит диаметром 18 сантиметров, шоколадный бисквит, сливочный шоколадный крем, банан, вишня и грецкий орех. Выравнивала я белковым заварным кремом, украшать также буду белковым заварным. Для начала хочу низ торта окрасить аэрографом зеленым цветом. Сейчас хочу сделать орхидеи. Для этого мне понадобится 3 насадки роза разного размера. Ссылки на насадки оставлю в описании под видео. И еще насадка, любая насадка звездочка, для того, чтобы делать подушечку для цветов. Так, значит, сначала отсаживаю подушечку кремовую. И начинаю отсаживать лепестки. Делаю 3 больших широких лепестка. Нужно стараться, чтобы они были одинаковые по размеру. И медленно тянуть, аккуратно. Вроде бы уже их столько делала, и всегда вот как делаешь первый цветок для торта, все время боишься, что он не получится. Так, теперь вот такой насадкой делаю в серединке лепестки. Значит, загибаю такой дугой, оттягиваю сюда, ставлю, так, закругляю, все, и здесь. Так, и закругляю, протягиваю. Вот такая вот серединка получается. Так, теперь маленькой насадкой розы отсаживаю серединку здесь. Так, отсаживаю и тяну. Вот так получается. И забыла сказать про насадку хризантема маленькую. Она тоже нужна. Здесь также розовый крем, только он более интенсивно окрашен, то есть более яркий. Так, такие вот 2 штучки отсаживаем. Так, теперь темно-розовым красителем. Серединку добавляю. Так. И нужна еще такая желтенькая. И вот еще насадкой, круглой маленькой насадкой. Можно вообще насадку не использовать, обрезать мешок. Делаю серединку. Выдавливаю крем и тяну в сторону. Такая палочка должна получиться. Вот. Только здесь, конечно, у меня она куда-то ушла в сторону. Некрасиво, не очень получилось. Ну, так пока сойдет, но, конечно, лучше ровнее тянуть. Может, получится исправить. Вот. Как бы сделаю такой более толстый. Ну, первый блин комом, скажем так, как всегда. И ножницами отсаживаю на досточку. Потом уже отсажу на торт, так как так быть намного удобнее мне. Чтобы лепесточки не касались. Смотрите, какая орхидея получилась, красивенькая.
Сейчас сделаю еще. Опять отсаживаю серединку. Лепестки. Так. Вот видите, уже быстрее дело пошло. Рука вспоминает, как делать. Если что-то где-то там не получается, можно зубочисткой убрать. Все, отлично. Вот уже вторая получается лучше. От этого, чтобы не сглазить, конечно. А то сейчас наговорю. Вот. Такая красивая серединка. И добавляю кисточкой точечек. Вот это уже получилось, смотрите, красивая орхидея, смотрится шикарно. Опять отсаживаю большую подушечку. Так. Потеряла зубочистку, не поверите. Вот и отсаживаю. Знаете, хотела сделать и орхидеи, и лилии еще добавить на торт, но как-то подумала, прям сильно много будет таких больших объемных цветов, будет как-то не очень красиво, поэтому наляписто как-то смотреться, думаю, наверное, будет не очень. Как вы думаете, было бы нормально добавлять прям таких крупных цветов в один торт, сразу много? Ну, я вот подумала, что хочу сделать еще немножко, добавить таких маленьких цветочков, типа ромашек, только таких вот, сейчас я покажу. Насадка средняя роза. Добавлю такие, сделаю еще маленьких цветков. Отсаживаю просто такие вот маленькие лепестки, закручиваю в сторону. Видите, закручиваю. Начинаю как будто бы снизу и опять закручиваю. Вот такой цветочек получается маленький. Я думаю, здесь тоже красиво смотреться. Серединку делаю желтой, тоже насадкой маленькой. Так, добавляю таких тычинок. Вот. И они такие получаются яркие, красивые. И опять отсаживаю на досточку.
Вот такие вот цветочки. И что-то надо еще придумать для того, чтобы не только, конечно, белые цветы были, чтобы оттенить. Еще сделаю. Если делать самой маленькой насадкой розы, вообще будут красивые такие маленькие-маленькие цветочки. Ножницами всаживаем. И сейчас насадкой, средняя насадка розы. Хочу сделать еще немножко закрытых розочек. Всаживаю подушечку, такую высокую немножко. И начинаю делать розочку. Так. Закручиваю верхушечку такую. Я начинаю сажать лепестки. Как будто, видите, накладываю друг на дружку лепестки. Сделаю разных размеров. Вот такая розочка. В основном хочу маленьких наделать. Они смотрятся очень красиво. И распылителем, вот таким вот красителем, распылителем. Ссылку на красители я оставлю в описании под видео, где их покупаю. Покупаю их в магазине tortodel.fio.ru. И на весь заказ с промокодом Наталья Торт вам будет скидка 5%. Аккуратно распыляю. Так, розочка будет такой яркой. Вот смотрите, она прям стала такой очень красивой, насыщенно розовой. Сажу на коврик по-быстренькому. И опять делаю розочки. Сейчас буду вылаживать цветы наверх торта.
такой вот большой круглой насадкой сажу такие как бы пупышечки на торт. Смотрю просто, где можно добавить. Вытягиваю вверх. И можно несколько добавить. Смотрите по наличию свободного места. Тоже для любителей нежного зеленого. Сегодня тортик сделала. Часто мне про этот цвет зеленый пишут. Как я всегда отвечаю, под настроение. Порой хочется прям яркого-яркого, вырви глаз. Порой хочется нежности. Здесь не хватает. И добавлю потом еще листьев, будет красиво. Вот такой вот маленькая насадка хризантемы. Добавлю лепесточки вот на свои эти бутончики. Уже здесь часть отсадила. Не посмотрела, что не включила камеру. Беру, просто отсаживаю такие вот маленькие лепестки на самый верх бутончика. Будет смотреться очень интересно. Смотрите, какой живой букетик становится. Цветочный. Одновременно, вроде бы, смотрите, такое сочетание цветов. Одновременно кажется, как будто бы вот он весь нежный-нежный такой. Композиция цветочная, вернее. А с другой стороны, вот немножко желтого, ярко-розового придает такой свежести, яркости. И так по всем делаю. Теперь вот такой вот широкой насадкой листок добавлю листьев наверх торта. Там, где хочется вам, там добавляете. Обычно я так делаю. Вот такая красота у меня получилась. Он такой одновременно нежный и яркий. Надеюсь, вам понравилось оформление тортика. Обязательно пишите свои комментарии. Мне очень важно ваше мнение. Желаю вам всего-всего самого доброго. С вами была я, ваша Наташа. Всем пока-пока.